Давай рассказывай план. Да, мы сейчас едем, нам должны дать легенды. Мы должны на нем прогасить. Ты и я. Легенда о том, как Марк с Женей поездили. Looking like a thunderstorm, here we go, easy to remember, so hard to forget. Ну что, мы едем испытывать маленькие машинки под названием «Легенда». Очень мощная, 136 лошадиных сил, цельный задний мост. Конструкция максимально удешевлена и упрощена для того, чтобы бюджет был маленьким и любой желающий мог позволить себе кататься. Таких машин много, и они катаются по всему миру. То есть эти гонки проводятся и в Европе, и в Америке, и в Африке, там, в Азии. Сегодня выпал уникальный шанс посмотреть, что это за птица такая. Мне страшно, ему вроде нет. Ну, он как киборг, поэтому... Ну, посмотрим. Я тебя перебью. Американцы говорят, что... Вот, я тебе сказал, что хотел. И еще раз, я нахожусь на автодроме Стайки в Минске, вернее, рядом с Минском. И сегодня мне выпал уникальный шанс попробовать прокатиться на Легенде. Вот так выглядит Легенда. Что мы здесь имеем? Простой одноместный автомобиль с ручной коробкой передач, 5 скоростей. Все выполнено на базе двигателя от мотоцикла, поэтому коробка тоже от мотоцикла. Передачи переключаются последовательно. Кузов очень маленький и легкий. По большому счету здесь просто навешаны пластиковые панели поверх пространственной рамы. Здесь есть лишь какое-то лобовое стекло из пластика, никаких помощников. Вот так все это смотрится. Здесь простая обшивка, ковш, ремни и все. Так, мы перенеслись внутрь салона, если это так можно сказать, кокпита одноместного автомобиля. Здесь у нас есть широкое зеркало, чтобы смотреть по сторонам. Несколько приборов, тахометр, температура, давление масла. Есть рычаг коробки, он очень близко расположен и такая прикольная полочка под правую руку. Руль выполнен на быстросъеме. Интересно исполнена педаль тормоза, она двойная, потому что рулевая колонка проходит ровно посередине, для того, чтобы была возможность использовать тормоз как левой ногой, так и правой. Шины 185/60, Advan A048. Есть проплешины, вот, например, здесь. На нем уже катались, подизносили, ну ничего страшного. Получить какие-то впечатления, я думаю, этого будет достаточно. Боялся, что не будет АБС, и, соответственно, я буду нажимать, и они будут сразу резко закусывать, и от этого у меня будут сразу вопросы. Не знаю, кажется, что он будет жесткий такой, ты типа ожидаешь его, что там, ну, устанешь, типа. Короче, я сегодня больше устал на симуляторе. Ну, я крутой, да? Я как хам, да? Покажи, как ты по-модному это делаешь. Все по-взрослому. Как вышло без руля? Что, ехал без руля? Да. Все, Марк, на. Твой тест, держи. Мой черед. Надо будет пробовать свои силы. В общем, как обычно, мне немножко не повезло, и на мне закончился бензин. И Женька поехал на заправку за добавкой. В добрый путь.
очень круто. Сейчас расскажу эмоции. Итак, хочу поделиться первыми эмоциями. Только что прокатился вот на этом замечательном маленьком автомобиле. Значит, что бы я сказал? Корч лютый, да, все трясется, все шумит и гремит. Страшно, очень большие обороты. Здорово ощущение, как от, наверное, какого-то спортбайка в этом плане. И удобно переключаться вниз и вверх, собственно, тоже. Но очень важна посадка. То есть, если ты там где-то что-то тебе неудобно, то это очень сильно отражается на твоем результате. Из особенностей, наверное, я бы отметил, что педаль тормоза, она такая ватная, не совсем понятно, когда она срабатывает. То есть ты давишь, вроде сразу не блокируешься, потом накатывает это тормозное усилие, и все, и уже в дымок. Зацепа уже особо не было, время получилось такое себе, на машинах получалось быстрее. Здесь в стайке эту конфигурацию машины проезжают даже быстрее минуты. Мой автомобиль проезжал 58 секунд примерно. В теории, если все условия соответствуют, то такая машина, легенда, должна проезжать около 55 секунд. Женя засекал время на таймер вручную, и получалось минута и 5 секунд, минута и 4. Вообще не быстро совсем. Но ощущение, конечно, мое почтение. То есть действительно хардкорная такая жесткая машина. Из неудобств я бы отметил, это вот это сиденье, ковш его можно так, если назвать, очень давит подмышки, то есть он находится вот прямо здесь, упирается сюда, и у меня потихоньку начинает неметь руки. Это первое. Второе, я ехал в кроссовках, кроссовок очень широкий, и порой давит и на газ, и на тормоз одновременно. То есть по-хорошему, конечно, нужны какие-то гоночные ботинки такие узкие и плотные. Ну и по росту оно немножко мне не очень подходило, потому что педали получились слишком близкие. И, возможно, кстати, должно до плечей доходить, но я точно этого не знаю. В общем, как говорится, drivers complaints были озвучены, отмазки всякие, но самое главное — это опыт. И интересный опыт получился. Самая главная фишка этих машин, что они стоят не очень дорого, по западным меркам. Женька озвучивал в районе там 11-13 тысяч долларов. И на таких машинках, по-моему, масс-старт, то есть вот борьба это активная. И они, кстати, есть какие-то вроде версии для грязевых гонок. Я точно знаю, что такой автомобиль есть в iRacing. То есть машинка реально популярная по миру, много где используется. Очень интересно. В общем, спасибо, конечно, ребятам за такую возможность. Было очень здорово. Здесь небольшой бокс с автомобилями. Здесь мы имеем вот этот автомобильчик, на котором мы катались, и какие-то аналогичные. У них кузова разные, для того, чтобы было какое-то визуальное различие не только по раскраске, но и по форме. Посмотрите, какие диски блестящие, хромированные. Все на шарнирных соединениях, никаких резиночек. 4-цилиндровый рядный мотор на карбюраторах. Есть небольшое тут охлаждение, радиаторчики. И, собственно, все. И катаешь. На самом деле, меня немножко удивили эти машины. Ну, конкретно эта машина. Тем, что я ожидал, наверное, чуть-чуть больше, не то что комфорта, но после того, как я покатался на Rotax Max, мне казалось, что жестче уже ничего не может быть. Ну, или, по крайней мере, даже на равных ничего не может быть. А здесь, казалось бы, машина как-никак, то есть с подвеской, с полноценными большими колесами, с кузовом, потяжелее, но она все равно все еще ощущается настолько же жесткой и настолько же грубой, вот как и картинг. Расскажи, Марк, что вообще, как ты думаешь, с этим в автоспорт можно зайти? Да, но, возможно, даже это слишком сложно, типа, чтобы сразу залетать в автоспорт. То есть определенно это классный вход, но надо набивать очень много скилла. То есть, мне кажется, если кто-то, кто вообще не умеет совсем ездить, то, ну, там, понятно, лучше начать с картинга какого-нибудь. Но если ты уже там, как многие ребята, катаешься чуть там в тайм-атаке, имеешь представление и хочешь уже какой-то жести, но чтобы это было не очень дорого, то это очень крутой вариант. Но ты мне сравнил, после того, как ты покатался, он сравнил это с картингом, там, классом Rotax Max, по-моему. Rotax Max, да, похоже. Ну, из того, что я использовал, из того, на чем я ездил, это, ну, самое близкое, потому что большой запас мощности, легкая машина, много зацепа, и все такое, ну, очень жесткое, сбитое,
такое, что прям ребра там поломать можно. После этого можно подумать, что типа зачем такие делать, если можно просто ходить в картинг. Ну, у меня прям такое, знаешь, у меня такое было, что ты прям опустил этот спорт. Нет, это ж Rotax Max, это же совсем не прокатный картинг, в который ты можешь пойти. Это именно гоночный картинг, который стоит даже больше, чем... Ну, и сам карт, наверное, дешевле стоит, чем такая машина, но сезон проехать, там, шины, то есть один комплект шин только будет стоить там 150-200 евро, наверное, на этот карт. Ты сможешь покататься 6 сессий по 10 минут. А здесь, я так понимаю, шины, ну, автомобильные, маленького размера, они дешевые, и на них можно очень много ездить. R13 тут шины. Это прям вообще это сказка. То есть приезжаете в автоспорт, в кольцевые гонки, и ты вообще не думаешь о резине, потому что резина R13. То есть, ну, на этой машине потенциально подешевле должно быть участвовать. Ну и в конце концов это машина, это не картинг. То есть тут все... Не подвергаешься так, что... Да, не надо там пригибаться типа на прямых, чтобы аэродинамика была. То есть и какая-то безопасность есть минимальная. То есть ты в закрытой капсуле находишься, в шлеме там пристегнут, нормальные ремни. То есть в картинге ничего этого нет. Ну, наверное, ты еще себя будешь чувствовать как настоящий гонщик. Ну, да. Оно как-то выглядит типа поэффектнее, мне кажется, чем карт. Не в обиду картингистам. Вот. И при этом она достаточно маленькая, чтобы катать по картинговому треку и не чувствовать, что это прям затык какой-то сильный. Тахометр не очень понравилось, как он работает, потому что он так болтается, и не совсем понятно, когда там, чего с ним происходит. Дерзко отзывается, и газ такой резкий, здесь легкая сама педалька, и обороты набираются просто моментально. Это удобно для того, чтобы понижать передачи, подгазовку делать, но и откликается это даже слишком резко. Я согласен, что по сравнению с гражданскими машинами это совсем другая песня. Там все очень инертно, очень так тяжело. Какой итог можно подвести? Машины интересные. Я очень рад за предоставленную мне возможность. Это товарищ Евгений и еще некоторые знакомые этому поспособствовали. Очень интересные эмоции. Все так достаточно скомканно, потому что на самом деле я поездил буквально там пару кружочков, но даже эти ощущения, это очень ценно для меня. Автомобили очень быстрые, дерзкие и жесткие. Когда ты на нем едешь, то чувствуешь себя прям настоящим кольцевым гонщиком. Я надеюсь, что здесь, в Беларуси, это будет как-то развиваться в будущем. Возможно, я бы даже пересекся с чем-то подобным в Европе. Ну, в общем, на этом, думаю, пора заканчивать. Такой был небольшой мой опыт тестов автомобиля класса Legend.